Привет, друзья! Меня зовут Вадим, вы на канале Мурзитис Влог. В сегодняшнем видео мы продолжим обустраивать маленький пруд для карпиков кои у себя на заднем дворе. Данная серия роликов будет особенно интересна тем, у кого очень мало места на заднем дворе, но хотелось бы иметь прудик с рыбкой. Немного предыстории. Раньше у нас в этом месте, где сейчас выкопана яма, была насыпь. Потому вот мы сделали стеночку такую, чтобы эту насыпь как-то немножко окультурить. И стояла арка с вьюном. Остатки вьюна видно, вьющаяся роза. Долго мы кумекали и думали, что бы нам с этим сделать. И как бы нам применить в этом маленьком пространстве прудик, тем более еще и с рыбками. Выкопали мы большую часть этого пригорка. Глубина нам нужна именно для того, чтобы был побольше объем. Планируем запустить сюда где-то, может, 2-3 кои. Ямку мы выкопали около, с этой стороны, где-то 60 сантиметров. Копать было весьма трудно, потому что здесь накидано при постройке дома очень много строительного мусора, очень острых камней. Местами вообще бетон вылитый был, так что замучились, дай боже. Почему раньше не снимали, почему снимаем с середины работы? По той простой причине, что не собирались вообще ничего снимать, и никакого YouTube-канала тоже не было. Поэтому наверстываем упущенное, рассказываем вот сейчас как есть. На данный момент у нас выслано дно конвейерной лентой. Сегодня я буду вырезать усиливающие стенки по краям, по внешнему периметру и по этому, чтобы укрепить стены и чтобы не повредился слой клеенки, который будет служить прослойкой для пруда. Как образовался этот холмик? Здесь раньше, видите, сейчас бетон, была трава, была слякоть, грязь, было принято решение все это залить бетоном. Криво-косо, сам залил. Вся земля, которая была отсюда выкопана, девать ее было некуда. Сделали насыпь вдоль бетона, более-менее плавненькую такую, пригорочек. Именно под арку это все задумывалось. И чтобы более как-то облагородить, поставили здесь эту маленькую стеночку. На данный момент все, что сделано, это выкопана яма. Она с разными по высоте бортами на данный момент получается, потому что насыпь с одного края меньше. И это мы все будем компенсировать выкладкой кирпичного бортика по периметру. Днище и борта этой ямы будут укреплены конвейерной лентой, которую мне друг с работы притащил. Днище уже вырезано, уже лежит там. Камушки я положил только просто, чтобы он немного выпрямился. Воду для своего прудика мы будем брать дождевую. У нас здесь коллектор дождевой воды. Здесь у нас 2 бочки. Я думаю, их не хватит. Но мы подождем, пока у нас пойдут дожди, а в Ирландии это не проблема. И эти бочки за один дождик будут полные снова. Я думаю, пару дней, и этот прудик будет полный. Итак, дорогие мои дорогуши, маленький апдейт. Вот мы поставили внешний контур усилителя. Видно, что он где-то выше, там пониже. Это все из-за перепада этой горки. Это у нас все выровняется, это все нормально, потому что дальше у нас здесь пойдет кладка. Здесь будет высотой в 1 кирпич. И где-то, по-моему, вот здесь буду уже выкладывать в 2 кирпича, и оно как раз у нас выровняется. Все будет чики-пуки. Следующее, что мы будем делать? Следующее мы будем усиливать сейчас эту сторону. Еще один маленький кусочек вырежем. И в принципе тогда по усилителю будет все. Останется только приобрести клеенку, которую мы здесь выложим. И уже когда будет клеенка, можно заливать воду. Но предварительно я еще что хочу сделать. Это взять какую-то мастику или силикон, что-то такое прочное, хорошее, и пройтись по швам между конвейерами. Просто на всякий случай.
Как бы это не нужно. Мне не надо, чтобы конвейеры держали воду. Воду будет держать клеенка. Конвейеры я просто хочу, чтобы они стояли, никуда не бегали. В принципе, давление воды их будет распирать и так, но береженого Бог бережет. Мы усилим эту стеночку, и тогда это будет все на сегодня. Потому что нам надо еще приобрести клеенку, нам надо приобрести еще насос. И самое интересное начнется, когда мы начнем строить наши объекты красоты. Я так и не придумал, как заменить слово water feature. Надо будет потом в гугле прогуглить. Особенно мне вот интересно будет, как у меня мельница это будет работать. Подглядел у одного умельца, покажу вам, вставочка будет. И будем колхозить какой-то водопадик. Это для того, чтобы была аэрация, чтобы в воде был кислород. Поэтому нам надо что-нибудь по дикости там сделать. Насос будет средней мощности, скажем так. Но для этого пруда он за глаза мощный. Он будет тут хорошенечно так фильтровать воду. Когда мы будем ставить подставочку под аквариум, все мы компенсируем. Это все будет сделано уже, аквариум будет стоять под уровень. И я надеюсь, если где-то уровень воды у меня будет примерно где-то здесь, и аквариум примерно такой высоты, значит, над бортиком он будет подниматься вот на такую высоту, чтобы со скамеек, с того ракурса, где основное у нас обычно посиделки, чтобы было видно этих карпиков кою, как они туда заплывают за своей едой. Включим еще раз вам таймлапс, чтобы вы не смотрели всю эту муть в реал-тайм. Ну что ж, давайте продолжим. Итак, вырезали наш следующий кусочек. Наше последнее усиление. Напоминаю, это не сам бассейник, прудик. Это только всего лишь подложка под него, просто чтобы сберечь пленочку. На данный момент мы на этом остановимся. Как я уже говорил, надо приобрести пленку, насос. Как только будет пленка и насос, мы сможем уже дальше что-то делать внутри этого бассейна. В следующем видео мы уже начнем выкладывать бортики, и я вам покажу наброски, и, возможно, даже уже начнем делать наши предметы красоты, которые будут приводиться в жизнь насосом. Я прогуглил water feature, а не Google неправильно его переводит. В общем, все будет интересно. Оставайтесь с нами, смотрите, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, советы. Всем спасибо, всем пока. Никакого критического, как это слово было? Отношение, критическое отношение. Смысл. Критический смысл. Уровень дна не имеет никакой критической. Уровень дна не имеет никакой критической. Уровень дна не критичен. На данный момент мы имеем выкопанную ямку. Отлично, хорошая стиральная машина. Очень вовремя. Ай, блядь. Ты не говори из говна и палок. Нет, почему? Это литературный язык.